20 минут на один из самых красивых водопадов Норвегии. Деревню 600 человек, зажатые между скалами и фьордом, и 2 часа, чтобы успеть все. Сегодня Эйдфьорд. Это третье видео о нашем круизе по Норвегии. Позади уже корабль Эйда Дива и порт Хёгесун, а впереди еще 2, о которых пока не скажем. Новый день, как обычно, начался рано. В удовольствии встретить рассвет в таком красивом месте я просто не мог себе отказать. Вы только посмотрите на эти цвета, на эти виды. Уже ради одного этого стоило отправиться в круиз. А еще раннее утро – это лучшее время, чтобы изучить корабль. Людей почти нет, все места свободны, да и освещение в эти часы просто прекрасное. Я вообще каждое утро сразу после рассвета устраивал себе такие прогулки. Например, здесь есть картинная галерея, и утром особенно приятно рассматривать работы, когда за спиной не снуют толпы людей. Так что рекомендую. Кстати, некоторые картины стоят целое состояние. Как вам, например, вот эта картина за 20 тысяч евро, а вот эта за 45 тысяч. В общем, работ здесь было выставлено немало, и среди них попадались очень интересные. А еще утром можно попасть туда, куда в обычное время не пускают. Например, выйти прямо на сцену. Или пробежать по лестнице все этажи разом, чтобы почувствовать высоту корабля. Так что я рекомендую вставать как можно раньше. На мой взгляд, это самое интересное время на корабле. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня в Норвегии мы прибываем в город, нет, не в город, в деревню Эйдфьорд. По пути можно видеть очень красивые виды. Заснеженные горы, еще плывем по морю. Среди скал. С одной стороны скалы, и со второй стороны тоже скалы. Это очень красиво, такие необычные пейзажи. У подножья гор иногда можно видеть маленькие деревни с домиками. Сами горы кажутся небольшими, но если можете видеть, то это не мох порос, а это деревья на горах. Тоже очень красиво и необычно. И как всегда, Андрей с утра просто висящий, отвратительно бодрый. И вот мы подплываем к деревне Эйдфьорд. Выглядит она очень необычно. Деревушка совсем небольшая, всего около 600 жителей, а пейзажи вокруг просто завораживают. У нас была забронирована автобусная экскурсия к водопаду Бьорнгфоссен и посещение природного центра Хардангер. До водопада ехать около 30 минут, и все это время мы любовались видами за окном. Места здесь действительно очень атмосферные. А вот на сам водопад нам дали всего около 20 минут. И это очень мало. Для такого места 20 минут просто издевательство. Ведь это один из самых известных водопадов Норвегии. Высота свободного падения воды около 145 метров. Вокруг него огромная территория со смотровыми площадками и тропами. И мы не успели обойти даже малую ее часть. Как не хотелось задержаться подольше, пришлось возвращаться в автобус. Он должен был отвезти нас в природный центр Хардангер. А это место навсегда останется в нашей памяти, как первый водопад, который мы увидели в Норвегии. В природном центре нас первым делом отправили смотреть фильм о красотах Норвегии на огромном панорамном экране. И, как ни странно, он всем понравился. Показать его, конечно, не могу, но поверьте, он действительно хорош. В центре много интересных экспонатов. Нам особенно понравились аквариумы с форелью, и совсем молодыми мальками, и взрослыми рыбами. Вообще информации про животных и природу здесь хватает. А еще много интерактивных стендов, где можно не просто смотреть, а трогать, нажимать, пробовать. Но времени и здесь не хватает. Пора возвращаться в автобус, который поведет нас обратно на корабль. К этому моменту мы уже успели проголодаться.
Так что, вернувшись на корабль, первым делом отправились перекусить. Тем более, что мы с Ириной планировали продолжить изучение окрестностей, а Софья решила остаться в каюте и отдохнуть. Традиционная послеобеденная прогулка. Кто-то спать, а кто-то бегать. Да, идем исследовать фьорд. Вообще, для нас это довольно типичная ситуация, когда после обеда мы с Андреем снова идем гулять, а Софья остается отдыхать. Нам хочется успеть увидеть и пройти как можно больше, а она путешествует с детства, и для нее это уже не так интересно. Итак, мы отправились искать интересные места. Для начала решили подойти к набережной. Виды с нее, кстати, тоже превосходные. Особенно мне нравится, как смотрится отсюда корабль. При таком освещении с бликами от воды все это выглядит как-то даже нереально. Потом мы решили поискать место повыше, чтобы охватить взглядом сразу всю панораму. До возвращения на корабль оставалось около 2 часов, и мы шли довольно быстро, останавливаясь только, чтобы перевести еду и сделать пару кадров. Что минутка тишины, напитаться, насладиться. Красиво, залив такой красивый. Мы идем на гору. Андрей хотел прогуляться вдоль озера, но мне нужно работать со своими комплексами, поэтому мы лезем повыше. Так как это неправильно работает, да, с комплексами. Вокруг очень красиво. Прям настолько виды потрясающие. Иногда тяжело эмоции выражать, особенно позитивные. Но здесь прям вау. В автобусе, когда ехали, прям хотелось остановиться, прогуляться. Наверху, как и ожидалось, открылся потрясающий вид. И опять единственное, что расстраивало – нехватка времени. Хотелось не торопиться, а просто стоять и смотреть. Еще немного кадров, просто посмотрите, как же это красиво. Много людей одномоментно приходит и ограниченного времени. То есть приходится в торопях делать даже более в торопях, чем обычно это делаем. Мы обычно и так летаем туда-сюда. Да, а сейчас очень мало времени. И нельзя где-то остаться, чтобы посидеть и так, сюда бы принести термос, бутербродики, устроить пикник. Да. Здесь бы с удовольствием посидеть, отдохнуть. У нас осталось чуть больше часа времени. Это на все. Это на все. Да. Вот мы прошлись по местной округе. Очень красиво. Мы поднялись на гору для обзора. С нее прям наш кораблик кажется маленьким. А сейчас мы сидим возле горной реки. Вода очень быстро бегит и шумит по камушкам. Очень приятный звук. Такой умиротворяющий. Если бы у нас было больше времени, я думаю, мы бы здесь устроили пикничок. Посидеть, просто посмотреть на воду. Судя по нашим разговорам, получается, что мы там бы устроили пикник, здесь бы устроили пикник. У нас все крутится вокруг еды. Ну, мы просто ни одного не устроили, хотя бы где-нибудь бы устроили. Ну, просто хотя бы посидеть минут 20. Не спеша. Но мы очень ограничены во времени сегодня. Корабль отправляется в 17:30, а на борту надо быть уже в 16:30. Поэтому мы не можем очень, так сказать, наслаждаться красотой на месте. Потому что хочется побегать побольше, осмотреть все вокруг. Сегодня мы достаточно много успели. Мы побывали и на водопаде, мы побывали в местном музее. Да, и здесь на гору поднялись. Как бы много чего успели, но все равно недостаточно. Здесь столько много мест, куда можно пойти, забраться. Да, были такие интересные дорожки прям в горы. Указано, что это туристическая тропа и прям по камням. Ну да, это такая не тропа, тропа через бурелом какой-то. Ну когда мы в Изоле были, там же тоже такие маркировались, по камни маркировались, по которым можно идти.
То есть это только для людей, которые хорошо ходят. И нет централизованной тропы, как правильно? То есть если, например, на гору мы поднимались, там можно было подняться по тропке протоптанной, а можно было по хорошей дороге пройтись. То в некоторые места можно только вот по тропам идти. Но мы туда не пойдем, к сожалению. Да, возможно, когда-нибудь мы сюда вернемся и осмотрим это более детально. А пока мы пойдем дальше. Да. Кстати, увидели мы и объявление для рыбаков. И это не случайно. Эйдфьорд – известное среди норвежцев рыбное место. Прямо через деревню течет река Эя, в которую заходят на нерест атлантический лосось и морская форель. Сезон открывается с 1 июля и длится до середины сентября. Но есть пара любопытных правил. В самом фьорде рыбачить можно бесплатно, приходи и лови. А вот для рек и озер нужна лицензия. Стоит она от 70 до 300 крон. И самое интересное, дикого лосося в этих местах строго охраняют. Если поймал, обязан отпустить. А морской форели можно оставить себе не больше 3 штук в день. Смотри, все чисто. Рыбы здесь много были. Да, в камнях стоит. И цветом с камнями. Вот цены на бензин в Норвегии. В Нидерландах намного дороже. Таких цен уже давно не было. Вернувшись на корабль, мы решили сходить на концерт. И, как оказалось, не зря. Нам понравилось. А затем мы отправились наблюдать за отплытием корабля. В таком месте это выглядит особенно красиво. А ведь это место далеко не просто красивая открытка. Поселение здесь существует с доисторических времен, а на холме над деревней находятся курганы эпохи викингов. Первая церковь была построена в 1309 году и стоит до сих пор. Только представьте, эти же виды видели люди, жившие здесь больше 1000 лет назад. Этот пейзаж – работа ледников. 1000 лет назад здесь двигались огромные массы льда, которые буквально пропилили в скалах эти долины. Когда лед отступил, его место заняла вода, так и появились фьорды. Эйдфьорд оказался одним из тех мест, ради которых стоит просыпаться в 5 утра, бежать в гору и не успевать на автобус. Надеемся, что и вы однажды увидите все это своими глазами. Поверьте, оно того стоит. А такие места не просто запоминаются, они меняют что-то внутри. Возвращаешься домой и понимаешь, мир огромный, и его нужно видеть. Так что если у вас давно есть мечта о путешествии, не откладывайте. А с вами были мы, здесь и сейчас. До скорого! И да, Эйдфьорд оказался удивительно красивым местом, но поверьте, в следующем видео мы вас точно удивим.